Друзья мои, всем доброе утро из солнечного Вьетнама. Вчера я выпустила видео о моей новой квартире, о переезде. И вы знаете, вы написали столько много комментариев. Все такие замечательные. Я всем говорю огромное спасибо за ваши добрые пожелания. Мне было очень приятно. К сожалению, я не смогу ответить на все комментарии, просто физически у меня не хватит на это времени. Поэтому я сегодня хочу ответить на некоторые вопросы, которые вы задавали в ваших комментариях в этом видео. Одним из многочисленных вопросов, которые вы мне задавали, это по поводу мебели в квартире. Да, здесь квартира уже с мебелью. И почему у нас так много вещей, куда мы дели свои вещи, мебель? У нас фактически мебели было не так много. Это фактически у нас был письменный стол, потом большой холодильник. И, конечно, это два наших мопеда, которые в маленький грузовик никак не поместятся. Поэтому мы именно заказывали большой грузовик, чтобы перевезти все эти вещи. Также, конечно, мы не ехали сами в большом грузовике, потому что мне тоже об этом спрашивали, как мы добирались на мопедах или вообще как. Мы переезжали сюда в город, мы заказывали большой грузовик и заказывали микроавтобусы. Ехали сами на микроавтобусе, потому что мы ехали вчетвером, я с мужем и сын со своей девушкой. Так что вот именно вот таким образом мы переезжали. Также мне писали насчет того, что во Вьетнаме фактически нет коридора. Да, я тоже считаю, что это один из таких недостатков квартир во Вьетнаме. У них фактически коридора нет, а кухня соединяется именно уже с коридором и с гостиной. Как видите, я уже здесь немножечко обустроилась на кухне. Что я могу сказать? Я купила новую плиту. И купила духовку. Духовку я купила вот такую большую. Наконец-то у меня появилась именно большая духовка. Вот такая. И я купила пока вот такую маленькую плитку, однокомфорочную, для того, чтобы попробовать, как она работает во время видео. Здесь, в этой квартире, была у нас двухкомфорочная индукционная плита. Но она, к сожалению, очень шумная, и я думаю, что на видео она бы очень сильно шумела и мешала бы слушать вам мои рецепты, которые я для вас показываю. Поэтому я в качестве эксперимента купила уже однокомфорочную плитку. Она тоже электрическая, но меньше шумит. Надеюсь, все будет слышно очень хорошо в моих новых видео. Мне лично очень жаль, что здесь, конечно, нет газа, потому что я люблю больше именно газовые плиты. Но в этом доме не разрешают иметь газ. Сейчас я вышла в коридор из нашей квартиры. Хочу вам показать, как у нас здесь устроено. Вы видите, такой достаточно длинный коридор. Два лифта. У нас, получается, в доме есть как бы два крыла. Одно крыло А и Б. В каждом крыле есть по два лифта. Вот видите, так квартиры расположены. И сейчас я вам покажу, где находятся технические помещения. Вот здесь у нас такая комната специальная. Здесь выбросить мусор можно. Вот здесь они ставят все в мусорник. Вот сейчас бак мусорный стоит здесь. Здесь специальный лифт для того, чтобы вывозить мусор. Это здесь уже работники вывозят мусор. Всякие счетчики, распределители, воды. Как видите, соблюдается техника пожарной безопасности. Есть. Видите, свет автоматически включается. Вот когда кто-то идет, сразу автоматически включается свет. Сейчас я выйду на балкон, покажу вам вид из нашего дома за домом. Получается, у нас квартира не выходит на двор задний. Еле вышла. Вот видите, такой вид. Здесь тоже виллы. Еще много очень строится, много уже живут люди. Мы живем на 4-м этаже. Я сейчас хочу подняться на 6-й этаж и показать вам вид с 6-го этажа. Так, вот приехал второй лифт. Как я уже вам сказала, у нас дом разделяется как бы на два сектора. Сектор А и сектор Б, такие два крыла большие. И вот посередине между этими
так сказать, секторами находится вот такая огромная терраса, на которую я сейчас выйду. Вот такая большая терраса, посмотрите, видите, как бы такая ниша находится прямо внутри дома, на 3 этажа. Это связано с тем, что здесь во Вьетнаме очень сильные ветра. И чтобы не было такой парусности дома, сделали вот такую нишу. И посмотрите, здесь просто шикарный вид. Именно здесь, на этом месте, мой сын Артем снимает свои видео для фитнес-канала своего. Артем Фитнес. Обязательно заходите к нему на канал. У него эта тема очень хорошо раскрыта, а также тема для теннисистов, для спортсменов, как заниматься фитнесом дома, как поддерживать себя в хорошей физической форме. И вообще Артем сейчас не только играет за спортивный клуб теннисный, но также уже и тренирует. Так что, друзья мои, кто хочет потренироваться в теннис, когда зимой у вас холодно и снег, обязательно приезжайте в Умтау потренироваться здесь с моим сыном. С удовольствием вас принимаем здесь. Теперь хочу ответить на вопрос по поводу того, почему мы здесь во Вьетнаме не покупаем квартиру. Мы не считаем это целесообразным, потому что мы фактически очень много переезжаем с места на место. И у нас есть свое жилье в Украине, в Киеве, поэтому мы не считаем нужным покупать квартиру во Вьетнаме. А так мы переехали из одного города в другой и чувствуем себя, так сказать, очень достаточно свободно и можем путешествовать куда нам надо. Посмотрите, какой шикарный вид открывается с крыши нашего дома. И, кстати, я хотела ответить на вопрос по поводу работы моего мужа. Многих интересовало, как же мы можем позволить себе переезжать с места на место, а как же работа? Все очень просто. Мой муж может работать через интернет. Он большой специалист по авиации и туризму, закончил в свое время Киевский авиационный университет, также защитил кандидатскую. И, в общем-то, у него во Вьетнаме очень хорошие связи по авиации, по туризму. Поэтому мы как бы спокойно можем себе позволить переезды в связи с тем, что он может работать в интернете. Также хотела ответить на вопрос по поводу кухни. Кухни действительно во Вьетнаме достаточно маленькие, небольшие. Но я вам хочу сказать, что мне достаточно повезло. Здесь кухня у нас еще такая довольно большая. У меня даже поместилась, как видите, большая духовка, мультиварка. В общем, все есть. Плиту еще одну я себе докуплю. Поэтому я, например, действительно довольна, что здесь именно большая кухня. Почему такие кухни маленькие во Вьетнаме? Потому что во Вьетнаме не принято готовить много дома. В основном вьетнамцы готовят дома, ну фактически это, я не знаю даже что они готовят, может рис приготовят и все, потому что в основном всю еду они покупают либо на улице, приносят домой, едят, либо просто едят в кафе. Поэтому даже духовка для вьетнамской квартиры это что-то совершенно необычное и удивительное, потому что выпечкой дома у них вообще никто не занимается. Это я вам точно могу сказать. Все только покупают сладости в кондитерских магазинах, никак не готовят их дома. Теперь, видите, у меня даже есть здесь вытяжка, что тоже очень классно. И очень большая особенность, именно которой я безумно рада в этой кухне. Здесь есть горячая вода на кухне. Вы знаете, все 5 лет, которые я жила в той квартире, у меня на кухне нет горячей воды. Это просто ужасно, это можно сказать катастрофа, без горячей воды. Приходилось все время как-то выкручиваться. Но а здесь у меня уже есть именно стационарная горячая вода, чему я безумно рада. И вообще это именно специфика всех азиатских таких вот квартир в домах. Я знаю точно, что и в Таиланде, например, тоже в домах редко на кухне есть горячая вода. Друзья мои, мы сейчас приехали в магазин для того, чтобы докупить еще одну плитку. Как я вам уже сказала, у нас дома хозяйка оставила плиту очень хорошую немецкую, но она индукционная и очень сильно шумит. Поэтому я сначала купила одну плитку, попробовать, насколько сильно она шумит или нет. И сейчас приехала купить еще одну. Как видите, приходится приспосабливаться к жизни во Вьетнаме, надо все самим покупать. И также еще мы приехали сюда для того, чтобы поменять
вентилятор в ванной. Сломался вентилятор в ванной, вытяжка. Поэтому мы хотим поменять. Обязательно это надо делать, потому что во Вьетнаме очень важно, чтобы было сухо. Вот видите, такой магазин большой техники. Здесь на первом этаже продаются телевизоры, компьютеры, всякая техника, а на верхнем этаже, на втором этаже продается бытовая техника. Итак, друзья мои, для всех, кому интересно, этот магазин называется Nguyen Kim во Вьетнаме. Вообще мы в этом магазине очень часто покупаем всю технику, все, что нам надо для дома, мы покупаем здесь. И также здесь мы, по-моему, покупали, нет, компьютеры мы заказывали через интернет-магазин. Так, и вот смотрите, нам здесь такое помещение внизу, можно посидеть, подождать, пока принесут товар, который мы заказали. Вот, как я уже сказала, мы покупаем плиту, еще одну, вторую. Друзья мои, надеюсь, я ответила на многие из ваших вопросов. Обязательно пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук, Позитивная кухня. Всем пока!